Всем здорово, народ! Сегодня поиграем за персонажа Немур. Короче, полуголый мужик, который с трезубцем бегает. В общем, не затягиваю. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Наш водный друг, в общем, это слишком ситуативный пик. Например, если против вас играет какой-нибудь железный человек, это прямо неприятно. Во-первых, вы по нему хрен попадете, потому что трезубец довольно долго летит. И во-вторых, он своими вот этими ауешными бомбочками просто может весь ваш зверинец, то есть осьминожек, выкосить. Ну и, соответственно, у вас дэмэдж еще больше просядет, и будет прям, тяжело играть достаточно. Но, опять же, это если железный человек вас фокусит. Хотя сейчас посмотрим. Опять же, вот против меня железный имеется. Но пока что как-то сильно он нас не напрягает, и мою команду, в общем, не пропушивает. Тимап у нас идет вместе с Луной. Если имеется Луна, а это один из сильнейших саппортов, если не самый сильный, то у нас появляется дополнительная осьминожка. Ледяная осьминожка на цешку. Получается, у нас не два призывных существа, а 3 уже становятся автоматом. Это, конечно, приятно. И вот на самом-то деле с Луной дэмэджа прям сильно больше становится. Вот этого одного осьминожки ледяного прям реально не хватает. И если вы играете, соответственно, с кем-нибудь другом, который играет на саппорте, просите просто его брать Луну, и вам будет гораздо приятнее играть. Это супер вкусно. Еще момент с нашим трезубцем, то есть основным нашим оружием, ЛКМом. Летит довольно неприятно, довольно долго, но попадать можно. Нужно просто чуть-чуть наперед стрелять, чуть-чуть предиктить движение противника. И если вы попадаете в голову, вот тогда, да, тогда можно реально даже убивать. ПКМом мы агрим наших осьминожков на тот таргет, по которому мы ПКМом попали. Поэтому можно настакать, соответственно, осьминожков, просто их в одном месте заспавнить, 2-3, потом тыкнуть ПКМом, например, по вражескому лекарю, и все ваши осьминожки начнут бить этого лекаря. Довольно приятно. Соответственно, вот прям как сейчас. Если бы мне не хватило дэмэджа с ПКМ, по-моему, даже Да, я добил осьминожкой, соответственно, вражескую мантис. И это реально вкусно, это реально приятно. Если против вас играют чувачки с ауешным уроном, осьминожек лучше не ставить в одну точку. Логично. Чуть-чуть в разные стороны. Можно на 2 противоположные стенки поставить, например. Это будет неплохим вариантом. И вот, видите, отлетает железный человек, по нему хрен попадешь. Это просто банально сложно, когда у тебя летающая моделька, а у тебя очень долго прожектайлы твои летят, твои снаряды. Очевидно, попасть тяжело. Он еще крутится во все стороны в разные, это да. Приятности мало, в общем, в этом всем. Но, с другой стороны, какой-то вот данный железный человек особо нас не напрягает. Хорошая тима попалась, ради правды. Довольно неплохо стоит, но вот видите, а он по нам очень даже эффективно попадает и практически без проблем нас сейчас мог, даже убить на самом-то деле, если бы больше у него дэмэджа получилось выдать. 13-0 пока что идем. Довольно неплохо. В идеале вообще ни разу не умереть, чтобы с идеальным КДА закончить битву. Но мы сейчас дефаемся. Короче, в дефе, да, Намор очень сильный, объективно. Почему? Потому что вы просто накидываете на точку осьминогов и стоите, вам никуда двигаться не надо, бегать не нужно. Соответственно, на картах, когда вы толкаете тележку, можете спокойно брать Намора. Карты, когда нужно захватывать поинты, как они там называются, этот режим. В общем, когда вы с 2 разных сторон штурмуете одну и ту же точку, и вам нужно выдерживать. Кто на ней стоит, тому поинты и капают. На этой точке мне поменьше нравится играть за Намор, но на самом деле тоже можно. Но вот на тележке прямо приятно, особенно в дефе. Когда вы играете за атаку на телегах, можно прямо на тележку спамить своих тоже осьминожков, и они вам будут помогать. Поэтому it's okay. Вот здесь вот потратил shift, чтобы залезть наверх туда на полочку, и прямо в тот момент, когда я его тратил, думаю, но у меня тогда сейва не будет. Ладно, пофиг, попробуем флангануть. И после этого сразу же в меня залетает ультимейт стринджа и убивают. Соответственно, если бы я shift не потратил, сейчас бы, может быть, даже выжил. Скорее всего, мою тиму также бы убили, я бы просто бэкнул. Ни на что бы не повлияло, поэтому не ошибка, можно считать. Да, по поводу шифта. Соответственно, это неуязвимость для вас, вы подлетаете, находитесь в такой сфере воды, которая вас защищает, не пробивает сквозь эту сферу вас противник. Здесь, кстати, может быть, даже получится точку задефать, овертайм у противника, точнее, у нас овертайм на деф. Уже успели практически все добежать до точки, у меня ультимейт имеется, убиваю хила, убиваю еще одного персонажа, -3. И реально, походу, задефаем, смотри, остается только железный человек противника, попал, и можно было, здесь спокойно, кстати, выигрывали. Очень хороший раунд, мне понравилось, прикольно. Про shift не проговорил. Еще раз, вы, получается, взлетаете вверх, у вас покрывает сфера воды, и это неуязвимость абсолютно ко всему урону, контролю и так далее. Но вы передвигаетесь довольно медленно, поэтому учитывайте, что после того, как сферка закончится, вас, скорее всего, захотят зафокусить и, скорее всего, убьют, если вы там заранее ее не отмените. Вы в ней можете передвигаться, но очень медленно, поэтому в идеале, конечно, за какую-нибудь преграду залететь, за угол и так далее, чтобы вас просто не ваншотнули в голову вражеские снайперы условные и так далее.
Кстати, по поводу ЛКМа. Если мы попадаем противнику в голову, то есть если у нас крит удар идет, наши осьминожки звереют, становятся берсерками, и у них там то ли дэмэдж увеличивается, то ли скорость атаки, то ли все вместе. Короче, просто больнее начинают бить наши призывные юниты. Поэтому да, в голову попадать здесь критично важно не только ради дэмэджа, но еще и ради усиления осьминожек. Поэтому один крит, по сути, вам овер много дэмэджа добавляет. Ультимейт. Довольно сложно попасть, если противники мобильные, но можно очень нехило комбинировать вместе с Грутом, например. Это вообще, как по мне, идеальная комбинация. Ультимейт Грута, который стягивает всех противников, и вы туда своего кита закидываете, и просто минус вся тима будет, если они как-то это не задефают. Можно ваншотнуть героев, опять же, тех же самых, и так далее. Поэтому да, под Грута это прям то, что нужно. Сильнее комбинации ультимейтов у Намора, я думаю, невозможно придумать. Вернемся к нашей каточке. Нам нужно здесь пропушить. Конечно, я бы в атаку, скорее всего, взял бы другого героя. Того же Старлорда или Железного Человека. Намор в атаке мне не так уж прям сильно заходит, но здесь я уже решил доиграть на нем, потому что идеально наша команда здесь справлялась. 21-1 по итогу счет у нас вышел. Одна смерть КДА не портит. Нормально. GG. Всем спасибо за просмотр, народ. Подписывайтесь на канал. Удачи. Увидимся на следующих видосах. Всем пока.